Всех приветствую, меня зовут Алексей, и недавно я стал счастливым обладателем руля Ardor Gaming Silverstone, про который в народе сложилось очень неоднозначное мнение. Кто-то считает, что этот руль просто великолепен за свою цену, чуть ли не лучший, а кто-то считает, что лучше, чем Logitech, все равно уже не будет. Сегодня мы прям совсем чуть-чуть затронем этот руль, посмотрим на его характеристики, на слабые и на сильные стороны и вынесем какое-то общее мнение. Ну и наконец-таки ответим на вопрос. Ardor, покупай, расширь свой кругозор. Немаловажный фактор во всех рулях, который в основном и роляет в ощущениях, это эргономика руля. Как он вообще ощущается в руках, из чего он сделан, сколько кнопок на рулевом колесе присутствует и так далее. Оплетка руля сделана из резины, и резина довольно дешевая. Конечно, хотелось бы немножечко подороже качества. Я не претендую на алькантару или тем более на кожу, но можно было бы сделать материалы немножечко подороже. Руль ни при каких условиях лично мне не стирал, и я думаю, не будет стирать, даже если вы прям заядлый дрифтер со Это стажем. нужно резко включить организм на отработку чего-то, да, там резко. Там или силовой какой-то прием, да, или там еще что-то там сделать. Огромное количество кнопок на рулевом колесе позволит вам забиндить практически все управление на руль в любом гоночном симуляторе. А также руль может работать как геймпад. Для этого достаточно зажать кнопку посередине с изображением логотипа Ardor и ждать, пока она загорится фиолетовым. Есть два режима работы руля: 270 градусов, которые я просто не признаю, и 900. К примеру, для какого-нибудь дрифта пойдет и 270. Но учтите, 270 градусов будет ощущаться, как будто вы играете на руле за 5000 рублей какой-то Defender. Качество педалей в руле, честно, оставляет желать лучшего. В конструкции используется исключительно пластик, причем дешевый пластик. Они абсолютно ничем не отличаются от того же самого Defender Forsage Drift, на котором я больше 2 лет играл. Но особо во время езды вы этого замечать не будете, потому что больше акцент идет на рулевое колесо, а не на педали. Но если вы до этого катались на каких-то супер дорогих рулях, вы, конечно, разницу ощутите. Руль наделен сцеплением, то бишь у него целых 3 педали. Руль идеально подойдет для того, чтобы кататься в какой-нибудь Forza Motorsport или Assetto Corsa. Обратная связь за свои деньги вполне неплохая. Конечно, не каждый стык и не каждую горочку на дороге вы будете чувствовать, но приближенно к этому. Также сопротивление руля и вообще инерцию, всю настройку обратной связи вы можете настроить через приложение внутри Google Play. По итогу могу сказать, что обратная связь и в целом качество всего руля за свои 17 тысяч рублей вполне добротные и практически ничем не уступает Logitech. Передается эта самая обратная связь через шестереночную систему, такая же стоит в Logitech, поэтому особой разницы между ними вы не почувствуете. Руль крепится на струбцины, которые закручиваются шестигранниками. Вполне удобно и прочно сидит на столе, если, конечно, не расшатывать его вот прям со всей силы. Коробка передач здесь, конечно, дефолтная, и про нее ничего нельзя сказать. В целом, обычная механика. Классическая схема: есть 6 передач и последняя задняя, если начать коробку углублять вовнутрь. Также на коробке есть ручной тормоз на кнопочку, честно сказать, не очень приятно им пользоваться, но в целом имеем, что имеем. И, видимо, какой-то бинт кнопки на переключение ABS, трекшн контроля в некоторых играх и так далее. Могу сказать, что руль практически ничем не отличается от Logitech G27. За 17 тысяч рублей вы можете купить либо новый Ardor Gaming Silverstone, либо поискать бэушный Logitech G25, и если вам повезет, найти G27. Но при этом тот же самый Ardor лично я на БУ ухватил всего за 10 тысяч рублей. И за 10 тысяч рублей это уже действительно лучший руль, которого вы можете просто себе приобрести. По итогу хочу сказать, что Ardor Silverstone это очень перспективный руль, который вполне может быть первооткрывателем в вашем мире симрейсинга. Поэтому, если вы хотите просто любительски по вечерам гонять в какие-нибудь гоночные симуляторы, то этот руль прям 100% ваше решение. Если же вы хотите чего-то более профессионального, более углубленный уровень, то тут, конечно, надо рассматривать уже либо Logitech, либо перебираться на уровень выше, выбирать Mozu. Но тут, конечно, и денег нужно в разы больше, чуть ли не в 3-4 раза. Поэтому на данный момент Ardor Gaming это лучшее решение за 17 тысяч рублей из рулей, которые вы можете себе позволить.